Приветствую всех, дорогие друзья! На связи, как всегда, Недомайнер и моя скромная таверна. Вот и закончилась презентация видеокарт Bignavi на архитектуре RDNA 2. И если честно, я не ожидал увидеть настолько производительные видеокарты. В этом видео я расскажу вам обо всем, что нам показала AMD. Но перед тем, как мы начнем, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. Сама презентация началась с показа игр, где нам показали кадры новых проектов. На одном из кадров World of Warcraft нам показали Артоса, который проходится по видеокарте Bignavi. Далее на сцене появилась Лиза Су и поблагодарила всех за приятные впечатления от презентации Zen 3. Затем напомнила нам про первое поколение RDNA и, конечно же, вспомнила про консоли, которых, по мнению AMD, ждут все. Затем нас переместили к графику, на котором красуется 50% прироста к мощности на ватт у новой архитектуры RDNA 2. После этого Лиза показала нам сам чип Bignavi и позвала на сцену другую женщину. Она, в свою очередь, рассказала нам, насколько крутая новая архитектура в картах RX 6000 и как им было сложно создавать флагманскую видеокарту. После этого она затронула проблему высоких разрешений, которая требует большой поток данных, и рассказала нам про ту самую технологию Infinity Cache. Этот кэш сама AMD назвала бесконечным, и именно он поможет при игре в 4К. Внедрение этого кэша позволило увеличить пропускную способность памяти в 2,17 раза. И, конечно же, в RX 6000 выросла частота на 30%. Также она отметила, что AMD очень усердно работала с Microsoft для внедрения многих технологий, включая DirectX Ray Tracing. Все это позволило им увеличить производительность в 2 раза по сравнению с первой версией RDNA. Затем на сцену вышел веселый парень и сказал, что все геймеры будут удивлены этой видеокарте, а он сам уже неделю играет на ней в игры. Он представил нам RX 6800 XT, которая получила 72 блока и частоту буста до 2250 МГц. Памяти, как и ожидалось, 16 ГБ и 128 МБ новейшего Infinity кэша, а потребление такой видеокарты оценили в 300 Вт. Он еще раз отметил, как Infinity Cache помогает играть в большом разрешении и показал нам количество кадров в различных играх. А затем AMD сразу зашла с козырей и показала нам сравнение с видеокартой от Nvidia, которая потребляет на 20 Вт больше, на чем они отдельно сделали акцент. Как видите, RX 6800 XT практически равна видеокарте Nvidia, а в некоторых играх и вовсе ее обходит. Далее нам показали так называемый Rage Mod, который всего в один клик разгоняет видеокарту. Затем нам рассказали про то, о чем многие даже не догадывались. Компания AMD сделала новую технологию AMD Smart Access Memory, которая позволяет установить полную связь с памятью видеокарты процессором Ryzen 5000. А при использовании такой связки можно получить до 13% прироста в производительности. Далее AMD затронула очень важную тему с задержкой изображения. На примере Fortnite они сократили задержку на 37% с использованием FreeSync и технологии Radeon Boost. И четко подметили, что для реализации этой связки не понадобится абсолютно ничего, кроме монитора FreeSync и драйвера. Затем нам представили Fidelity FX или новое поколение визуализации. AMD заявила, что все видеокарты RX 6000 будут совместимы с DirectX 12 Ultimate. Затем нам показали примеры работы этих технологий, и разработчики игр просто восхищались ими. Тут, кстати, нам показали и трассировку лучей на примере World of Warcraft. Сама же 6800 XT выйдет уже 18 ноября и будет стоить всего $649. Затем нам показали слегка урезанную версию без приставки XT. Обычная RX 6800 получила 60 блоков и частоту буста в 2105 МГц, а ее потребление составит всего 250 Вт. Эта видеокарта во многих играх будет превосходить RTX 2080 Ti, а значит и RTX 3070. А выйдет она также 18 ноября и будет стоить $579. После этого на сцену вернулась Лиза Су и показала нам ту самую флагманскую RX 6900 XT. Она получила 80 вычислительных блоков и при этом сохранила тот же теплопакет в 300 Вт. Конкретно она на 65% обходит первую RDNA по мощности на ватт, а по тестам она спокойно конкурирует с RTX 3090 и даже в некоторых играх ее обходит. Выйдет она 8 декабря и будет стоить всего $1000. Затем Лиза Су сказала нам, что Ryzen 5000 и RDNA 2 самый лучший выбор для вашего игрового ПК, и на этом презентация закончилась. Ну а я, если честно, до сих пор в шоке, ведь это действительно вторая победа красных за этот год. Конечно, все, что нам показали на презентации, еще надо будет проверить, но маловероятно, что цифры окажутся сильно меньше заявленных. Выходит, что AMD все-таки смогла составить конкуренцию зеленым, а учитывая огромный буфер в 16 ГБ при той же производительности, эти видеокарты будут очень неплохим приобретением. Плюс ко всему нам показали только референсные частоты и значения. В моделях от партнеров почти везде будет разгон, и это также может повысить производительность.
В общем, эта осень поистине красная, и если связка Ryzen 5000 и RX 6000 действительно будут давать лучшую производительность, чем железо конкурентов, то AMD вполне может забрать себе рынок как и видеокарт, так и процессоров. Ну а все актуальные новости по показанным видеокартам и процессорам Ryzen 5000 я обязательно буду рассказывать вам в следующих новостных выпусках. А если вам понравился этот ролик, то не забудьте поставить ему лайк. А я хочу сказать огромное спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья!